То есть мы не знаем ответа на эти вопросы. Но мы обучаем других, видите, мы хотим, чтобы они усвоили именно нашу точку зрения, наши какие-то ценности. А традиция – это другое. Мы принимаем это на основе глубокой любви и уважения к нашим старшим. Эта линия сейчас как бы разорвана семейных традиций. Поэтому прибегаем к чему? К историкам, социологам, к психологам, к ученым, к учителям в школе. Если я спрашивал маму, зачем так, почему так, ну иди в школе тебе ответят. Но в школе нет ответов на многие вопросы. И то есть знание передается, как говорится в древних ведах, из сердца в сердце. Именно проводник знания – это взаимоотношения. И родительские отношения, супружеские отношения играют в этом огромную роль, как выясняется, в этой преемственности. Поэтому задача наша – обсуждать эти важные темы для нашего общества, для нашей личной жизни, для наших детей, нашего будущего, и научиться применять эти ценности для того, чтобы получить необходимый результат. Возвышение, могущество, чистота, сила, знания великие, бесстрашие обрести. Ну, сейчас дрожим по каждому поводу, потому что на поток негативной информации подрывает нашу веру в будущее. Мы видим, что происходит, мы не знаем, что будет дальше. У нас больше и больше недоверия. Даже супруги друг другу уже не доверяют. В гражданских браках хотят устраиваться все. В основном люди не хотят уже расписываться. Более того, я был в Европе в прошлом году. И в основном люди медитируют на что? На однополые браки, на однополые отношения. Но вот это уже конец всем традициям, всем преемственности. Все, у этих отношений будущего не существует. Это общество обречено на гибель, на разложение. Потому что будущее, несомненно, это то, из чего представляют наши дети. И тут интересный момент. Когда я изучал теорию эволюции, как и все мы, Дарвина, потому что сейчас наша жизнь основана на этом представлении о жизни полностью, и в сфере политики, и в сфере развития, в любом мы усвоили вот этот принцип «сильный побеждает». Все. Надо выживать, разум, сила, хитрость. Нужно применять все это. Но я не мог найти ответа, как и многие ученые не знают ответ на этот вопрос. Почему? Почему существуют два противоположных пола? Зачем? Ответа нет. Потому что можно размножаться и без помощи противоположного пола, как это делает гидра. Она отпочковывается. Вот пока вы сидите на этой лекции, вы просто отпочковываете кого-то и даже не смотрите. Никаких проблем. Брак, отношения, кто в доме хозяин, знаете, скалки, кулаки, и все, разводы. Зачем все это? Отпочковался, да и пошел себе сразу же на двух ногах, понимаете. Тут воспитываю еще 20 лет, понимаешь. Еще эти вот отношения, нужно какие-то, любовь, понимаете, постоянство, верность, столько правил, столько всего, знаете. Как сложно все, нерационально, понимаете. Так что отныне, как пел Высоцкий, будем почковаться, все. Хватит этих сложностей. Собственно, к этому вопросу идет, какие-то искусственные формы оплодотворения, люди изучают тоже искусственный интеллект, хотят как бы вот что-то такое создать, без мамы и папы. И я тоже изучал древние ведические знания с этой целью распознать, что же это за устройство все-таки, насколько оно разумно и почему нужна семья хорошая. Оказывается, как выяснилось, интересный момент. Я думаю, что этот момент нужно приравнять к научному открытию. Хотя он описывается в ведах, но вот в нашей области он не изведан, не изучен. Это серьезная область для изучения. Оказывается, мы должны не рожать детей, а создавать детей. Это разные вещи. Рожают даже кошки и собаки, говорится в ведах. Свинья сразу дюжину поросят, раз, и выдает. Мать-героиня мгновенно, понимаете? Но ее никто не прославляет за это. А если у человека есть 12 детей, и это хорошие дети, прославят. Почему? Это другой вопрос. Создается тот ребенок, который необходим. Можете так делать? Вот вы планируете ребенка, и именно такого вы и порождаете, какого вы именно запланировали. Вот в чем секрет. Секрет взаимоотношений двух полов. Это описывается в Ведах. Например, там говорится, что идея ребенка сначала появляется у мужа, у мужчины. Например, любая здоровая семья хочет иметь детей. Сначала образ сына возникает в уме мужа. Какого он хочет сына? Этот образ в общении с женой помещается в ее сердце. Слушайте внимательно, мы сейчас будем все это обсуждать потом более подробно. Это пока вступление. И когда жена это принимает в сердце,
этот образ. Зачатие уже есть, говорится, все. Остальное дело как бы техники. Это просто. Остальное просто. Учиться остальному не нужно. Есть естественное привлечение, есть сексуальная энергия, и происходит физическое зачатие. Но сначала это происходит на уровне сердца. И эти отношения уже не являются сексуальными, они божественную природу имеют, описывается. Ничего общего с животным сексом не имеют. Вот мы сейчас это говорим, а культура-то у нас другая, видите, она меняется стремительно под влиянием вот этой вот западной как бы, вот, линии. Она именно сексуальная культура, большей частью. Как бы дети – побочный продукт секса. Это все о теме о разводах и о теме судьбы нашей семейной, которую мы можем улучшить с вами, довести до совершенства. И на самом деле обрести то изначальное свое положение. Могущественное, как? Человек – царь природы. Знаете, откуда это царь природы? Кто это такой царь природы? Это человек, который может одухотворить всю свою любовью и мудростью вокруг. Вот это царь природы. Не эксплуататор, конечно же. У человека вот есть особая роль. Вложить любовь вот в это творение, которое вокруг нас существует, во все эти живые существа, и это прогресс. Без любви прогресс невозможен. Как говорил один мудрец, если раньше, в прошлом, люди лили кипящую смолу с крепостных стен на голову врагу и пускали, и камни бросали. А сейчас мы можем бросить ядерную бомбу. Вы это считаете прогрессом? Он спрашивает. Нет, такой прогресс приближает смерть. Нет, нам не нужно, чтобы воздух был грязный, вода была грязная, ум был грязный. Чтобы мы забыли, что такое любовь, это не прогресс. Нет, при этом мы окружаем себя комфортом, удобствами, машинами, вроде бы в семье все есть. А что же им не живется-то, собственно говоря? Давайте изучим сейчас, научно. Что ж такое семья, что ж такое мужчина и женщина? У нас с вами вот немножко времени есть пообщаться. Достаточно получить впечатление об этой науке. Конечно же, я не разверну ее сейчас целиком за 2 часа, понятно, требуется время. Но впечатление можем получить прямо сейчас, вот за это время.